Ребятушки, всем большой привет! Сегодня у нас грустная тема для обсуждения. Я не мог пройти мимо и посчитал нужным, обсудить данную ситуацию сложившуюся. Это, конечно же, посадка блогера МШ. Вот. На мой взгляд, это идиотизм просто кромешный. И здесь важно отметить сразу же несколько важных моментов. Первый момент – это, конечно же, то, что у МШ было двойное гражданство. То есть он был не только гражданином России, но и гражданином Украины. И в сложившейся вот в текущей ситуации между нашими странами, я думаю, это не секрет ни для кого, это сыграло свою роль, так как по информации, которая сейчас есть, кстати, нужно отметить, что адвокат давал подписку о неразглашении, вот, поэтому информации конкретной ее просто нет. Есть какие-то крупицы, которые я собрал из различных источников, вот, и благодаря этому я могу утверждать, что его закрыли за то, что он снимал в метро, вот, в метрополитене. И потом, так как он переехал жить в Украину, то, соответственно, он собирался возвращаться обратно и делать здесь, материал, контент, видосы. Вот. И, соответственно, сторона обвинения упирала на то, что это режимные объекты, вот, и, информация, инженерные различные технические характеристики, какие-то скрытые переходы. В общем, там есть масса моментов с грифом «секретно», и уж так получилось, что МШ, получается, посягнул на секретную информацию и попытался ее вывести на территорию Украины. Опять же, возвращаемся к текущей ситуации между Россией и Украиной. Вот. Соответственно, это воспринимается чуть ли не как госизмена, что-то в этом роде. Вот. Хотя, опять же, МШ свою вину не признал на суде, вот, и сказал, что ни в коем случае не собирался публиковать никаких данных, которые находятся под грифом «секретно». Вот. Еще один момент – это то, что сторона защиты еще ранее говорила о том, что обвинение не строится на тех роликах, которые уже есть в сети. То есть его посадили не за то, что он уже выкладывал. Соответственно, это некие были новые съемки, новые сведения, которые он собирал. Вот. И здесь я хотел бы также остановиться на моменте. Мне кажется, что в России сейчас у блогеров проблема. Вот, у многих. Вот они как-то начались. И вот это вот наступление на YouTube. То есть если раньше блогерскую среду как-то старались не трогать, просто потому что все-таки это массовая информация, это YouTube, вот, и не хотелось связываться, то в какой-то момент, опять же, это мое субъективное мнение, в какой-то момент просто я начал замечать, что блогеров стали привлекать по каким-то совершенно надуманным обвинениям, из-за какой-то вообще ерунды на самом деле. Из-за какого-то высказывания, из-за какой-то фоточки, из-за какого-то, и, кстати, не только блогеров. Вот, например, Моргенштерна, как я слышал, недавно привлекли, там целый скандал разразился из-за того, что из-за его высказывания относительно Дня Победы, празднования, там, и вот это вот все. Пересказывать не буду, опять же, у меня я не могу себя назвать фанатом Моргенштерна, я даже никогда не слышал ни одной его песни целиком. Вот. Но тем не менее, человеку угрожать уголовным преследованием за высказывание, так он высказал свое мнение. Но насколько я знаю, высказывать свое мнение это не преступление, в цивилизованных странах, в современном обществе. Мы ведь не в средневековье живем, и не 37-й год у нас. По идее, можно было бы высказывать мнение. А вот Дудь, например, недавно ему прилетел штраф за пропаганду наркотиков. То есть Юрий будет Дудь будет Юрий. И вот это рассматривается как пропаганда.
курения марихуаны. Ну, это просто тоже смешно очень. Вот. И причем это вот начало в какой-то момент, как будто перешагнули черту и вот сказали, пожалуйста, надо, чтобы все знали свое место. Еще раз повторюсь, это мое субъективное мнение, вот, и, возможно, я не прав, но э, сажать человека, у которого 800 тысяч подписчиков, ну, извините, и у которого такой длинный был путь, который столько объехал, ну, он же и во Франции снимал, и в Германии снимал, и теперь его сажают за то, что он залез в московское метро, и он даже ролики еще не выложил на эту тему. То есть вот это важно понимать. Человека посадили за то, что он только собрал информацию, он ее даже не обнародовал. То есть он не выкладывал ролик об этом. Он просто собрал информацию, снял контент, который впоследствии должен был подвергнуться монтажу. И, ну, естественно, он собирался с ним отправиться в Украину. Вот. И как бы не получилось. Имша очень жалко. Я очень хорошо к нему относился, хотя и лично не знаком. Вот. В последнем походе я нашел одну из хат, в которых он жил в Припяти. Вот, и в которой он жил в последний свой поход, если я не ошибаюсь, в 2016 году. И, в общем, от себя я не думаю, что он когда-либо увидит этот ролик, но если он его вдруг увидит, я могу ему пожелать только терпения, сил, выносливости. Вот. Потому что это будет нелегко. Потому что ему впаяли 5 лет, братцы. 5 лет за материал, который даже не был опубликован. Это в моей голове это не укладывается. На мой взгляд, это какой-то абсолютный беспредел вообще. Абсолютный беспредел. Человека посадили за материал, который он даже не опубликовал. Ну, кстати, в этой связи можно вспомнить о том, что в Украине сейчас пересматривается закон об ответственности за проникновение в зоны, подвергнутые радиационному заражению, то есть в Чернобыльскую зону отчуждения, одним словом. И закон этот сейчас прошел уже первое чтение. Прошел он его 25 числа. И как бы я слышал информацию о том, что криминальная ответственность как бы отменена, что все нормально. На самом деле я только что сидел несколько часов, изучал правки, которые были внесены в этот закон, и которые были приняты, которые были отменены, отклонены. Вот. И там все не так просто. И криминальная ответственность, и возможность сесть за проникновение, она не так, чтобы куда-то сильно делась. То есть, и это, в общем, это потребует, я думаю, отдельного ролика, отдельного обсуждения. Вот, если я успею, я запишу его сегодня, так как тема действительно глубокая, там есть масса подводных камней. Вот, а пока что, ну, братцы, давайте все как-то окажем поддержку МШ. Вот, я считаю, что это несправедливое обвинение, что это просто, ну, на голову не налазит вообще. Всем хороших путешествий, всем пока.